Let's see what happens. Today is Ram-Navami for you all, right? И сегодня Рама-Навами, Рама-Навами, как вы знаете. Ram-Navami means fasting, but there's some confusion in whether it should be fasting till noon or fasting till noon. Рама-Навами это значит явление Господа, это значит, что мы постимся, но есть некоторые, ну, как бы, путаница, если это пост до полудня или пост до полуночи. So the Shastric advice, and they found that, both is right because so many different times, even Prabhupada said different things. So kind of left it up to the individuals. Они провели такое шастрическое расследование, чтобы понять, что на самом деле правильно, и в конечном итоге они пришли к заключению, что они оставляют это на усмотрение каждого, потому что оба варианта и было много разных версий, которые Прабхупада давал, поэтому и можно и до полуночи, и можно и до 12 дня. Кто как выбрал. When I was first in ISKCON, I'm quite sure it was always fasting till evening. В первые разы, с момента, как я присоединился, я всегда постился до вечера. But when I went to India, they always said till noon. Но когда я попал в Индию, они всегда говорили, что пост не до вечера, а всего лишь до полудня. And I remember the installation of Krishna Balaram, that was on Ram-Navami. Я помню, что инаугурация, открытие Кришна Баларама Дира, она как раз произошла в этот день, Рам-Навами. So that was the first day devotees made 108 offerings. И это впервые, когда преданные, они сделали в том храме 108 подношений. Somehow or other, I don't know, after the artik and everything, I was just standing in front of the altar and most of the devotees laughed. Somebody said, come and help clean up or something. И так или иначе получилось, что как-то после всего вот этого, что все разошлись, а я стоял перед алтарями и смотрел, и так получилось, что меня позвали и сказали, иди сюда и помоги нам. The whole floor of the whole deity room and stairway behind and everything was covered with clay pots full of different offerings. И когда я зашел туда, то полностью весь пол, все в Пуджарской, все вокруг, все полностью было заполнено горшками с подношениями. And, we thought it's fasting. Мы думали, что надо поститься. And then Bhavananda Prabhu came in and he said, why aren't you taking prasada? И тогда Бхавананда Прабху зашел, он сказал, почему ты не принимаешь прасад? And we said, well, isn't it supposed to be fasting today? Мы сказали, разве мы не должны поститься сегодня? And he said, well, Prabhupada's not fasting. И он сказал, Прабхупада не постится. He said, this is a deity installation. Это ведь установление божеств. Oh, that was one experience. So anyway, we've been talking about Ram and its unlimited glories of Ram and unlimited. И так или иначе, мы уже несколько дней обсуждаем Раму, и его лилы, они бесконечны, его слава бесконечна.
And of course, so many articles have been published lately. И очень много, статей сейчас выпускали на эту тему. So we should be happy to hear about Krishna or Ram or anybody. Krishna Katha, but usually on this day we especially do Ram Katha. И нам надо быть очень счастливыми и радостными, чувствовать себя удачливыми, что мы можем говорить про Кришну, про Раму, про эти темы. So we've been hearing a lot of it, so I remember because I've been giving class at different times of day, different places, sometimes the same thing over and over again. Можно видеть, что в течение дня в разное время все дают лекции. Иногда одна и та же вещь повторяется много раз. We have a lot to learn from the Ramayana. Like I said, Ram, the perfect king, what government is supposed to be. И мы можем из Рамаяна извлечь очень много уроков о том, кто такой Рама, кто такой идеальный царь, как править государством, разные типы личности. We have in India, it would happen sometimes when young boys tried to join the movement and their father was against it. И как-то who wanted to join? Young boys. И как-то молодые мальчики, они хотели присоединиться к движению, но их родители, они были очень сильно против. And their father would be against it. And his father would say, you have to be like Ram and obey your father. А их отец, он был против, и он им как бы такой довод приводил. Он говорил, что вы должны быть подобны Раме и подчиняться своему отцу. Of course, his case was not exactly the same. The father is not like Dasharat. Конечно же, в данном случае это не совсем было хороший пример, потому что отец в данном случае, он не был подобен царю Дашаратхе, он просто пытался удержать своих сыновей. And many times the husband is telling the wife, you have to be like Sita. First, completely submissive. И очень часто мы также видим примеры того, что мужья говорят своим женам, что вы должны быть подобны Сите. But the husband, if the husband is like Ram, the wife would automatically be like Sita. She would be so happy and so well taken care of that she would be completely submissive. Но на самом деле идея заключается в обратном, что если сам муж, он будет подобен царю Раме, то тогда его жена естественным образом станет полностью удовлетворена и счастлива и послушна ему, потому что она будет полностью счастлива с таким мужем. Это и случится естественно, когда он сам станет подобен Раме. Even amongst the big demons that are in our scripture, like Hiranyakashipu, Ravana, we never hear it. They loved their wives and treated them very nice. Даже среди демонов, подобных Хираньякашипу, у него были жены, и он относился к ним очень хорошо. So, anyway, Ramachandra, is something special, obviously, because after millions of years, his Ramayana is becoming more famous. И, конечно же, Рамачандра является чем-то очень уникальным, потому что даже спустя столько много миллионов лет его слава становится еще более и более известной. So I'm just looking here on
Dandavad, there's 7 or 8 articles about Ram today. Я смотрю сейчас на страничке Дандават, и там, наверное, ну где-то 8 или 7 штук статей относительно Рамы. One is by Giriraj Swami. It says the personality of Ramachandra. Есть одна статья, называется, которую написал Гирирадж Свами, она называется «Личность Господа Рамачандры». Ramachandra, of course, is the supreme personality. Конечно же, Рамачандра является верховной личностью Бога. Because Ravana is lusty and envious. Well, Yes, I'm here. I'm losing it. Okay, because Ravana was so lucky. So he wanted Sita, so he's envious of Ram, that Ram had Sita. И Равана, он был настолько вожделебный, что он завидовал Раме, он хотел заполучить Ситу. But anyway, we learn about the demoniac personality, especially by Ravana's example. Так или иначе, мы понимаем больше о демонических личностях, изучая личность Раваны. And that's important for us to know, because in Kali Yuga, the demon and the devotee kind of in the same body. We are a combination of divine and divine quality. И в Кали-югу это достаточно важный навык различать эти качества, потому что часто так получается, что внутри одного человека уживается и демоническая натура, и божественная натура, и важно различать. So there's all the American Indian story that often gets told that the grandfather told a young boy, in my heart there's 2 wolves. One is very nice and the other one is very nasty. Такая есть история, ее часто рассказывают, что один дедушка, он рассказывал своему внуку, что в моем сердце есть 2 волка. Один очень злой, а один очень добрый. And the boy said, well, which one is more powerful, grandfather? И его внук спросил: дедушка, ну а какой же из этих волков более сильнее? And he said, whichever one I feed. And, so that's the idea. We should cultivate the divine qualities and try to push back the demoniac qualities. So we need to know. So when we see people like Ravana and how it's not pleasing, of course, some people may admire, but we see in the end he suffered so much and he lost everything. И so дедушка ему ответил, что тот волк сильнее, которого я кормлю больше. И именно в этом и заключается идея, чтобы мы различали эти демонические и божественные качества и вкладывали свою энергию в те качества, которые мы хотим развивать. И на этом примере Раваны мы видим, что в конечном итоге, будучи демонической личностью, он закончил свою жизнь очень трагически, с большим количеством страданий. And Ramachandra acted like the perfect human being. В свою очередь, Рамачандра вел себя как идеальный человек. So he got angry sometimes. Although he didn't become angry like we do.
Иногда он даже злился и гневался. Он, конечно, не делал это так, как это делаем мы, когда злимся. Being angry in order to fight, he had to get angry. He had to get in the angry mood. So he had to kind of meditate himself into an angry mood. И, конечно же, это совсем не была такая злость и такой гнев, который мы испытываем. Ему для того, чтобы сражаться, ему нужно было испытывать эту энергию, и она совсем имела другое качество. Getting lost, he grieved over his father's death. Он испытывал также другие... Он также испытывал и проявлял другие эмоции, такие человеческие эмоции, как скорбь. Он скорбел по своему отцу, который ушел, по Джатаю. Он переживал эти эмоции. We have these same sentiments. И мы можем испытывать те же самые сентименты или чувства. Some people want to think that God can't have these things, but whatever qualities we have, they come from the Supreme Lord. Иногда люди могут думать, что Господь не может испытывать такие всякие переживания, но на самом деле все совсем наоборот, что все чувства, которые есть у нас, они исходят от Господа. Он изначальный. So all these pastimes are described in different parts. In the second canto, there's prediction of the different incarnations, and Ramchandra is mentioned. Basic activities. In the ninth canto, we have more extensive understanding. В разных главах Шримад Бхагавата мы находим информацию о Рамачандре. В изначальных песнях описываются все инкарнации, там в 2 словах их недеяния, потом в 9-й песне мы видим уже более обширное описание его деяний. So here's an interesting little pastime I haven't heard before. Once when Ram was searching for Sita, Parvati, Lord Shiva, she saw, but she didn't recognize. И как-то раз, это одна из лил, которую я никогда не слышал, я хочу сейчас ее зачитать. В какой-то из моментов, когда Рам искал Ситу, Парвати его увидела, но она его не узнала. She thought he's just some ordinary man in grief. И она его сочла как обычного мужчину, который как бы расстроен и убит горем из-за потери. So she told Lord Shiva, and Shiva said, "That's not an ordinary man. That's Lord Ramachandra." И тогда Парвати поделилась этим наблюдением со своим мужем, Господом Шивой, и он ей сказал: это не обычный мужчина, это не обычный человек, это личность Бога, это Рамачандра. Shiva could see she wasn't convinced, so he said, "Don't try to test him. He's the personality of Godhead." Но She was doubting. несмотря на то, что Шива ей сказал, кто является, что это Рама, что это не просто мужчина, он видел, что в ее сознании осталось какое-то сомнение по поводу этого. И он ей сказал: тебе не стоит его испытывать, потому что это Рамачандра. So Parvati disguised herself, and she looked exactly like Sita. Но она не убедилась, и поэтому она решила сама проверить. Она как бы переоделась, перевоплотилась и приняла образ Ситы. But he just ignored her, and he kept looking for Sita. Но, явившись перед ним, он просто проигнорировал ее, и он продолжил искать Ситу. But wherever Parvati looked, she would see Ram. He expanded himself almost. Then she understood.
И в какой-то момент, когда Парвати, она там находилась, она в какую бы сторону она ни посмотрела, она видела Раму, он полностью как бы экспансировался в множество проявлений, и она тогда поняла, кто перед ней стоит. So she didn't want to admit her mistake. Но она поняла, что она ошиблась, но она не хотела признавать свою ошибку. The Lord Shiva was angry. И она вернулась, и Господь Шива, он был очень недоволен ей. Shiva asked her, "Did you see anything in the forest that was strange?" She said, "No, everything was all right." И Шива тогда спросил ее, ты видела, ты заметила в лесу что-либо необычное? И она ответила нет, и Шива гневался на нее. Shiva can become angry. И вот мы видим еще один пример, что Шива, он, например, может разгневаться. But their anger is usually our anger is over our sense gratification being somehow restricted. But Krishna's anger is over people being against, mistreating devotees, being irreligious. Конечно, они тоже испытывают эти все чувства, но божественный гнев и гнев божественных личностей, он отличается от нашего гнева. Наш гнев, он обычно связан с нашими чувственными удовлетворениями и какой-либо невозможностью удовлетворить свои чувства, в то время как Господний гнев, он связан с тем, что он гневается на людей, которые не хотят к нему идти или которые обижают преданных и причиняют им беспокойство. So there's a story about, several stories about devotees of Ram, Chaitanya Charitamrita. И есть несколько историй по поводу преданных Рамачандры, которые описаны в читании Чаритамрите. One is Murari Gupta. He was a lifetime friend of Lord Chaitanya, and he was a lifetime devotee of Ram. He was always chanting Ram, Ram-Nam. И один из таких преданных Рамачандры, который был в читании Лили, это Мурари Гупта. Он являлся, долголетним другом Господа Чайтани, и также он являлся вечным преданным Господа Рама. Он все время повторял Рама, Рама. And Lord Chaitanya told them, you should worship Krishna. И в какой-то момент Господь Чайтани ему дал наставление, сказав, что он должен поклоняться Кришне. And he tried and tried, but all night, but he couldn't give up just chanting Rama-Navami. И он действительно искренне начал пробовать это, он пытался повторять именно Кришны, но как бы он ни старался, он все время переключался на Раму. And he was feeling very bad, and he told Lord Chaitanya, I'm sorry, but I can't stop Ram. И ему было очень тяжело от этого, и он пришел к Господу Чайтани, и он признался ему, ты знаешь, мне тяжело это говорить, но я не могу остановиться, отказаться от Рамы, я не могу остановиться воспевать его имя. And then Lord Chaitanya glorified it, said, you were Hanuman, you were Hanuman. It's wonderful that you're so attached to your Lord. И Господь Чайтанья, на самом деле, услышав это, был очень доволен, он начал его прославлять, говоря, что
ты же являешься Хануманом, это замечательно, твоя преданность Раме замечательна. There was another time when there was a devotee, Lord Chaitanya, met in South India, and he was a Ram Bhakta. He was always chanting Ram. И был еще один подобный случай в Южной Индии, где был один преданный, который являлся Рам-Бхактой. But when Lord Chaitanya, after he visited, he came back again, and this same devotee was chanting Krishna. И потом, когда вторично Господь Чайтанья вернулся в то же место, тот преданный, он уже почему-то повторял имена Кришны. So Lord Chaitanya asked him, how can this be that your whole life you've been chanting Ram, but now you're chanting Krishna? Господь Чайтанья его спросил, как так может быть, что ты всю свою жизнь посвятил повторению имен Рамы, а теперь ты повторяешь Кришна. He said, I don't know, but by your association, I just started chanting Krishna. Lord Chaitanya had not told him. Он ему ответил, что я не знаю, после общения с тобой я как-то естественно начал повторять эти имена. Господь Чайтанья ему не давал прямого такого наставления, это произошло само собой. Another Brahmin, when Lord Chaitanya stopped at his house, and he was fasting. И был еще один браман, мимо которого проходил Господь Чайтанья, мимо его дома, и этот браман постился. And Lord Chaitanya asked why. He said, how can I eat? He was so absorbed in the Ram Leela that he was thinking Sita has been kidnapped, and how, Ram is so distressed, how can I eat? И он пытался узнать, что происходит. Этот браман, он был настолько погружен в Рам-лилу, что и он был на том моменте, где Сита была похищена, и он сказал, как в такой момент, когда она похищена, как я могу вообще думать об еде? And when Lord Chaitanya was at the temple of Rameshwaram, he found a copy of the Kurma Purana, which stated how it wasn't the real Sita who was kidnapped, it was a Maya Sita, because the real Sita could never be touched by Ravana, but it was just an imitation of Sita. И когда Чайтанья Махапрабху совершал паломничество в месте под названием Рамешварам, там он нашел Курма Пурану, где описывалось подробно, что на самом деле то был похищен, это была Майя Сита, это была не настоящая Сита. Равана не мог, он не имел возможности даже прикоснуться к настоящей Сите. So out of compassion for that Brahman, Lord Chaitanya took that scripture back and showed it to him that it wasn't the real Sita, it was a Maya Sita. И из великого сострадания к этому браману Господь Чайтанья вернулся туда, взял это писание, чтобы показать этому браману, что это на самом деле не настоящая Сита была похищена, что это была Майя Сита, иллюзорная Сита. So it was an imitation Sita, illusory Sita that went in the fire, and the real Sita appeared. Это все время была иллюзорная Сита, истинная Сита, она вышла из огня потом. So the Prabhupada said the most fundamental lesson to learn from this Ramayana is that the Supreme Personality of Godhead is a person. И Шрила Прабхупада говорил, что одна из фундаментальных истин и один из наиболее важных уроков, которые мы должны понять, читая и изучая Рамаяну, это то, что Господь является личностью. So he has all the sentiments of a person. We're also persons, so we have all the same, in limited quantity, we have all the same things. И
Именно поэтому Господь, мы можем думать, что Он наподобие нам, Он испытывает все эти сентименты, все эти чувства. И, соответственно, мы, как Его частички, мы тоже испытываем все эти разные чувства. Okay. Once a young boy came to Prabhupada, and he came after to ask questions. И как-то молодой парень, он пришел к Прабхупаде, чтобы задать ему вопрос. So the boy said, if the world could become Krishna conscious, there could be peace and happiness. People could learn to live together and love each other and give up hatred and anger. This is the boy said? Yeah. И этот мальчик, он I'm trying to говорил, glorify Prabhupada. этот мальчик, он пытался прославить Прабхупаду, что если вот все станут сознающими Кришну, то все смогут жить вместе, в мире, в добре, согласии, ну вот в такой вот атмосфере дружелюбия, порядка. Prabhupada said, anger? Is there something wrong with anger? Who told you that? Также этот молодой человек, он говорил, что там не будет гнева и злости, и Прабхупада ответил, злость, то есть гнев, а что такого, ну, что такого плохого в гневе? So this young boy didn't know what to say. И этот молодой человек, он растерялся и не знал даже, что ответить. Prabhupada said, Krishna spoke to Bhagavad Gita just to make Arjuna angry so he could fight. You can't do that if you're not angry. И он ему сказал, Кришна, он целую Бхагавад-гиту продекламировал Арджуне для того, чтобы разжечь в нем гнев, чтобы он мог сражаться, потому что если нет этого чувства, то невозможно выйти на поле боя. So anger used in the service of Krishna, but that's a touchy subject because we can't just lightly, use anger like that. Say, Hanuman he became angry. Arjuna was angry. He fought better when he was angry. It was not misdirected anger, not over sense gratification. И гнев в служении Кришне — это на самом деле достаточно тонкий момент, потому что мы не можем просто так налево и направо это использовать. Но мы видим примеры, как Хануман и как Арджуна, они использовали это в служении Кришне. Они не использовали это в каких-то искаженных вариациях. So, again, I'm asking, in the list of the devotees listening, next to Vaishnavananda, there's somebody that's written their name in Hebrew. You see it? Yeah, there's only one in Hebrew. It's Namakirti, but it's written Natalia Chitov. Is it Israeli or Ruski Israeli? It's Ruski Israeli from Ashkelon, I think, or Ashdod. Anyway, like Ravana was very angry all the time, but he was angry when when he didn't get whatever he wanted for himself. И в свою очередь Равана, он был зол вообще все время, полностью всегда, и причина его злости была совсем другая. Причина его злости была в том, что он не получал то, что он хотел. That was a different kind of anger. That's a bad anger. That's the kind of anger that destroys. И это совсем другой тип гнева, это как раз тот тип гнева, который мы стараемся избегать.
So there's some interesting here. One time Prabhupada told Tejas, who was the temple president at the time, Как-то раз Шрила Прабхупада сказал Теджису Прабху, который тогда был президентом храма, this is an important instruction. I get a question about this a lot. What should we do when we see a devotee doing something wrong? и это важный вопрос и важный ответ, потому что это то, что преданные меня тоже очень часто спрашивают. И вопрос он такой, что мне делать, когда я вижу, что другие преданные делают что-то не так или неправильно? The problem with my disciples is they don't understand common psychology. И Прабхупада отвечал, что проблема моих учеников заключается в том, что они не понимают базовую психологию. In this case, he's talking partially about public speaking, lecture, but also in just dealing with devotees. Он в данном контексте говорил больше о публичных выступлениях, но и также в общем и преданных. О чувствах преданных. We might want to give someone instruction, but they're not sure it. Мы иногда хотим дать кому-то наставление, но они не смогут его услышать. We may have to pacify them first, so they're ready to listen to what we have to say. We have to wait for the right time. И если мы, общаемся с очень эмоциональным человеком, то, может быть, мы не можем ему дать сразу наставление. Возможно, надо сначала его умиротворить, чтобы его успокоить и дождаться подходящего времени, когда можно что-то сказать. So if our audience becomes discouraged or inimical, we should feel responsible for that. Если наша публика или аудитория, перед которой мы говорим, она становится смущена или обескуражена, то мы должны чувствовать себя ответственными за это. We shouldn't just think, oh, that person's so bad. That properly. That applies in any kind of preaching or in instructing devotees if we're a manager. И это касается Children, относительно и проповеди, относительно менеджмента, husband, wife. относительно отношений с детьми и между мужем и женой. We should think how we can improve and act to rectify the situation. И мы на самом деле должны думать не как других поменять, а как мы можем сами поменяться в данной ситуации и улучшить ее через изменение себя. Что мы можем сделать? So that this pastime of Sita, being banished to the forest is very important and misunderstood by modern people very much. И вот эта часть лилы, в которой Сита была изгнана в лес, она, во-первых, очень важная, и, во-вторых, она очень недопонята современными людьми. So some of the citizens, they started talking bad about Rama and Sita because Sita had been, with Ravana for a long time. And in that culture, if a woman even stayed outside her own home for one night, she's condemned. Yeah, I think that's still kind of the case in the Druze. И ситуация была такой, что после того, как Рама вернул Ситу, какие-то из горожан, они начали плохо говорить относительно них, потому что тогда культура была таковой, что если женщина она находилась хотя бы какое-то время вне пределах дома, то она считалась уже
ну, как бы неверной. А Сита почти год провела в плену с Раваной. И я думаю, что эта культура сохранилась в некоторых местах до сих пор. Я думаю, что даже среди друзов это еще так происходит. That's the external reason that Ram sent her away, so that people would stop talking bad about her and talking bad about him. И это являлось внешней причиной, почему Рама отослал Ситу в лес, для того, чтобы люди прекратили плохо думать и говорить о ней и о нем. And also, this is, amazing that in a city where everybody loved Ram, but some kind of bad talk starts and it spreads like anything, like a virus. И это на самом деле удивительно. Without the internet. Потому что это было государством, где полностью все были преданы и любили Раму, но при этом, как только у кого-то началась какая-то плохая мысль, и вот эти вот слова, то оно распространяться начало очень быстро и сильно, наподобие того, как распространяется вирус. И это очень удивительно. And when whoever it was that stole the shaman took a jewel, and the rumor started that Krishna had taken it, and Krishna had killed Satraja. So everybody started talking bad about Krishna in Dwarka. И подобная история произошла также в Двараке с Кришной, когда было похищено украшение Самантака, камень, боже, не могу произнести, но в общем камень Самантаки, и все начали говорить, что это, наверное, Кришна сделал, что это он убил Сатраджита. То есть даже в Двараке это произошло, что люди начали наговаривать на Кришну. Это может случиться где угодно. Then another reason was that Sita had previously expressed desire that she'd like by Valmiki Muni Rishi's ashram. И другая причина, почему это произошло, потому что Сита, у нее было желание определенное пребывать и жить в ашраме Вальмики Муни. Это было ее желание. So she stayed with Valmiki's ashram. He had a woman's ashram. И она отправилась в ашрам Вальмики Муни, у которого был не просто ашрам, это был женским ашрамом. So Valmiki went, I don't know exactly when, but he brought Sita back to Ayodhya to convince everybody that she was pure. И в какой-то момент Вальмики, Муни, он взял Ситу назад в Айодхью для того, чтобы убедить всех, что на самом деле она является полностью чистой и невинной. And Valmiki said, I've done tapasya for 60,000 years, and I tell you, this woman is completely pure. И Вальмики Муни сказал, что я совершал аскезу и тапасию в течение 60 тысяч лет. И я вам утверждаю, что эта женщина совершенно чиста и невинна. He said, otherwise, let the results of all my austerities be taken away from me. И если же я не прав, если я заблуждаюсь, то пусть тогда все плоды моих аскез немедленно покинут меня, если я не прав в том, что она полностью целомудрена. Then Rama asked Sita to show her purity. И тогда Рама попросил Ситу подтвердить ее чистоту. Then Sita said, if the residents of Ayodhya don't accept me, if I have been chaste, let my mother, Bhumi Devi, the earth goddess, take me back, if I have been chaste. И Сита сказала, что если жители Айодхи не верят, что я была полностью целомудрена, то пусть моя мама, мать Бхуми, мать Земля, пусть она меня заберет.
And the earth broke open with a big earthquake, and goddess Bhumi came out. И в этот же момент земля раскололась с большим шумом, и оттуда явилась мать-земля Буми. And she announced to everyone that Sita was chaste and she would accept her. И она объявила всем находящимся там, она сказала, что Сита, она полностью целомудренная, и я приму ее. And she took Sita and vanished back into the earth. И она забрала Ситу и исчезла назад в земле. So Rama fell unconscious. И Рама, при виде всего этого, он потерял сознание. Then he made a golden Sita. И он создал изваяние золотой Ситы. So was it Ram, you know, it wasn't that he couldn't accept criticism, but if the people are criticizing him, he couldn't be an effective king. Это не то, чтобы Рама не мог принять какую-то критику в свой адрес, но это больше заключалось в том, что если люди его критикуют и не доверяют, то он не смог бы быть эффективным царем. But Prabhupada calls them rascals. And those people? Yeah, the people that were criticizing him and Sita. Шрила Прабхупада называл этих людей негодяями, тех людей, которые критиковали Ситу и Раму. Like Lord Chaitanya, when Ramachandra Puri was criticizing him, he started eating less. И подобно этому, когда Лили с Господом Чайтаньей, когда Рамачандра Пури начал его критиковать за то, что он ест слишком много, то Господь начал есть меньше. Here's an interesting pastime from Prabhupada. И вот Hope everybody интересная, can understand this. и вот интересная лила, которая была со Шрилой Прабхупадой. Я надеюсь, что все смогут понять. In India, Prabhupada would be open for visitors for a few hours a day. Anyone could come. И в Индии Шрила Прабхупада был доступен ежедневно в течение нескольких часов для посетителей, и в это время любой мог к нему прийти. But later, his health wasn't so good, and he wanted to translate more. Но позже, когда его здоровье стало более, слабым, он хотел больше времени посвящать переводу. So Prabhupada gave the example of Aurobindo. He would give darshan once a year from his balcony. Шрила Прабхупада привел пример такого человека, которого звали Аурабиндо. Он давал прием один раз в году со своего балкона. Prabhupada said, I wish I could do that. И Прабхупада сказал, Otherwise, if people come and waste my time, they say, Swamiji, how is your health? и They Шрила ask Прабхупада me, how is your health? Я бы очень хотел, чтобы я смог сделать так же, как и он, потому что, когда люди ко мне постоянно приходят, и они тратят очень много моего времени на то, что они приходят и спрашивают, с вами же, как ваше здоровье, как вы себя чувствуете? He said, anyone can see my health is not good. Всем же видно и очевидно, что мое здоровье не очень. So he proposed that he would do like Aurobindo, he would give audience just once a year. И он предложил, что он будет давать даршаны так же, как Аурбинда, раз в году.
Он будет встречать публику. So the devotees, of course, they would arrange, they would do whatever he wanted. Ну и в те дни преданные, они были готовы делать все, что он попросит. Prabhupada said, but no, I can't do that. People think Swamiji is puffed up. He thinks he's a big man. He doesn't have time. Но Прабхупада затем сказал, что ну нет, я так не сделаю, потому что тогда люди начнут меня критиковать, они скажут, что я зазнался. So until the very end, he was having darshan. И именно поэтому Шрила Прабхупада, он продолжал принимать даршаны до самого последнего своего вздоха. Another time, after the Delhi Pandal, one of the main organizers asked Prabhupada to her house and for a program, and she'd done a lot of service and brought a lot of people to the program. И как-то в Дели, когда была вот эта бандальная программа, потом после тоже была домашняя программа, где была одна слуга, у которой было очень много служения, и она пригласила большое количество людей на эту встречу. So one of the preparations had onions. И она готовила на эту программу тоже, и одно из блюд, оно содержало лук. So Malati said, Prabhupada, this has onions. Ну вот на этой на домашней программе, куда были преданные приглашены, одно из блюд, которое там было, оно было с луком, но это был прасад. И Малати, которая была там со Шрилой Прабхупадой, она сказала: Прабхупада, там есть лук, мы не должны это брать. Prabhupada didn't want to offend the host, so he ate it. He said, there's no onions. Но так как Прабхупада, он не хотел оскорбить гостей, которые его пригласили, он съел это блюдо и сказал: там нету лука. All right, so let's see, the time is 2 o'clock, 9 o'clock for you all, right? Yeah. So any comments or questions? Hare Krishna. Есть ли какие-либо вопросы или комментарии? Yeah, there's one question already. I will read it first in Russian. Вопросы в чате. We're up to 28. 20 devotees. Yeah. Вопрос в чате. Как у людей было подобные качества, ведь они жили в югу, в которой у людей было море хороших качеств и чистых качеств. Так как же у них появлялись подобные мысли? So the question is, when you mentioned that in Dwaraka and also in Ayodhya, people started to have bad thoughts about Lord. So the question is, how is it possible that in that yuga, where all people had such a good qualities and such a pure qualities, how it's possible they have such a bad thoughts about the Lord? Well, you know, like I said, in such a yuga in the beginning, everyone was a Paramahamsa. Как я говорил, в Сатья-югу, в самом начале Сатья-юги, все полностью были парамахамсами. In Treta Yuga, there was some percentage of, you know, demoniac type people. В Трета-югу уже были определенные количество людей, которые обладали демоническими качествами. Мы видим, что там уже был Равана. So it's Krishna's Leela
just to show us what can happen, you know. They didn't only have bad thoughts, they started gossiping. И это также является, Tendency is there. это также является частью плана Кришны, потому что он хотел, чтобы эта лила состоялась, и чтобы мы видели, что может случиться. Более того, он показал, что происходит, когда люди начинают сплетничать. Это показывает также то, что у нас есть этот потенциал к сплетням. Он живет в нас. И к чему это может привести. So, of course, to show us how bad that is. И, конечно же, одна из причин, что это случилось, это чтобы показать нам, насколько это нехорошая вещь и каким плохим последствиям она приносит. So even Krishna didn't like it, and he went out to find out who really stole the jewel. И даже Кришне это не понравилось, когда это произошло в Двараке, и поэтому он отправился, чтобы найти того, кто на самом деле похитил этот камень драгоценный. And of course, something good came out of it. Естественно, что в конечном итоге много хорошего произошло. Произошли и хорошие вещи вследствие поиска драгоценного камня, потому что он нашел тогда Джамбавана. So Jambavan, had the chance to get association again because he was a great devotee of Ramchandra. И таким образом Джамбавану выпала возможность получить опять общение с Господом, потому что он был великим преданным Рамачандры. Okay. Yeah. And he gave his daughter, so Krishna got another wife. И также в конечном итоге потом он ему отдал свою дочь в жены. Она стала женой Кришны. And then Krishna came back with the jewel and everything was settled. И затем Кришна вернулся назад с этим драгоценным камнем, и все было улажено. Okay. So this is the material world, so these kind of things happen no matter what. Even in the presence of Krishna. People that didn't believe in Krishna. И так как это материальный мир, то такие вещи происходят сплошь и рядом, даже в присутствии Кришны. И мы знаем, что даже когда Кришна находился на земле, были люди и демоны, которые не верили в то, что это Кришна. Okay. And someone is asking about the color of Ram. И в один из них кто-то спрашивал относительно цвета Рамы. Notice many of the pictures of blue. Есть очень много изображений, где показано, что Рама, его цвет кожи синий, голубой. But in scripture it says he's green. Но Писания четко говорят, что он зеленый. And like the color of fresh druva grass. Подобно rice. Свежим росткам травы такой цвет. Молодые побеги травы. So why is he green? It's like saying why is Krishna blue? Well, it's just the color he is.
И He likes it. почему же он такого цвета? Это то же самое, что спросить, почему Кришна синего цвета. Ответ один, потому что ему это нравится. I probably mentioned that before. Someone asked Prabhupada, what is the symbolism of Krishna wearing a peacock feather? Well, and there's different explanations. I just looked it up on the internet. And many people are given different explanations about it. И уже мы обсуждали это, что кто-то когда-то спрашивал Прабхупаду, почему у Кришны есть павлинье перо, какой тайный эзотерический смысл за этим скрывается. Есть какие-то разные объяснения. So, but Prabhupada just said, well, he likes a peacock feather. Прабхупада ответил очень просто. Ему нравится павлинье перо. And the person was asking, well, blah, 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 does it mean this? Does it not? So I said, we don't question what Krishna likes. He likes it, that's what he means. Не очень расслышала, но, по-моему, суть заключалась в том, что это просто то, что Кришне нравится, ему нравится именно таким образом. All right? Hare Krishna. И еще какие-то вопросы? У меня есть вопрос, если можно. Yeah, there is one more question. Не мог бы Гуру Махарадж, пожалуйста, раскрыть больше тему, почему важно отмечать дни явления Господа? So question is, could you please explain more why it is important to celebrate the days of appearance of the Lord? Could you please explain it more deeper? Well, usually it makes us talk about the Lord much more. The idea is anything to help us remember Krishna more. So everybody likes to celebrate birthdays. Но одна из идей за этим стоит, что этот день, он нам позволит говорить о Боге больше. И помимо прочего, что все, что мы делаем для того, чтобы помнить больше Господа. И также всем нравится праздновать дни рождения. But mundane birthdays, that's foolishness. For Krishna's birthday, we talk what we do, what do we think of how to give more things to Krishna, how to remember Krishna, how to serve Krishna. So Но it's есть very большая... important. Otherwise, we might go the whole year without it. At least one, we should be celebrating every day, but когда речь идет об обычном дне рождения, то обычно люди сосредоточены на себе, но когда речь идет о дне явления Господа, то мы тогда сосредоточены вокруг того, как можно послужить Богу. И для некоторых людей это может быть единственным днем в течение всего вообще года, когда они сосредоточены на Господе и празднуют Его величие. На самом деле мы должны праздновать Господа и Его явления каждый день. okay. Да, спасибо большое. Thank you very much, Guru Maharaj.
Хари Кришна, можно спросить? One more question. Я хотел попросить Махараджа, если он может рассказать поподробнее об уходе Господа Кришны. Почему он так ушел, какие уроки он хотел, к чему он нас хотел научить? Если поподробнее, если можно. Спасибо большое. Именно об уходе Господа Кришны, да? Да. В смысле его уход из мира или из Вриндавана? Уход из мира вообще, как он ушел, каким он тут был. So it's question about Krishna. If you could please speak more, a little bit more about how Krishna left this world and which lesson should we learn from his departure of this world? Okay, that's called Moshala Lila. Это называется Моушала Лила. Devotees don't generally like to talk about it so much, so it's not a big issue in the Bhagavatam. На самом деле преданные, они не очень сильно любят обсуждать эту тему, и поэтому в Бхагаватам она занимает достаточно маленькое место. Because it's not, we don't like to think of Krishna leaving. And then Krishna left his body, but Krishna doesn't leave like in. И просто преданные, они не любят думать о том, что об уходе Кришны, о том, что он как бы мог, образно говоря, покинуть тело. Но на самом деле уход Кришны — это не совсем обычное происшествие, не так, как обычный человек. But in this case, after the event there at, where the Kauravas all fought amongst and killed themselves. Это все произошло после той братской как бы кровопролития между кауравами, там, где они все друг друга поубивали. Only Krishna and Balaram were left. После этого события остался только Кришна и Баларама. So Balaram left. From out from his mouth became a big naga, and somehow he left. И затем Баларама, он, превратившись в большого нага, он исчез, ушел тоже, и Кришна остался сам. Then Krishna was sitting there, Uddhava came and Maitreya, and Krishna gave last instructions to Uddhava. Кришна сидел сам, и тогда явился туда Удава, и также там находился Майтрея, и Кришна, в этой встрече он дал свои последние наставления Удаве. And he told Uddhava, he should prepare to go back to Godhead also, but for the meantime he should stay, because Krishna said, I've gone all around the planet to give my association, but I wasn't able to go to Badarik Ashram. So I want you to go there and tell him to share what I teach you now. So Uddhava agreed. И Кришна сказал Удаве, что, пожалуйста, ты тоже готовься к тому, чтобы уйти и покинуть этот мир. Но пока что я прошу тебя, что ты должен остаться и донести мое послание всем тем, во все те места, куда я не успел попасть. И одно из этих мест — это Бадарик Ашрам. Я хочу, чтобы ты пошел туда и дал людям мое общение через те наставления, которые я тебе сейчас оставлю. So then Krishna was there by himself.
И затем Кришна остался в том месте совершенно один. And a hunter was somewhere around, and he saw from the distance it was the bottom of Krishna's foot, very pinkish colored foot. И там где-то неподалеку в том лесу также был охотник, и он издалека увидел стопу Кришны. А стопа Кришны, она была такого розоватого цвета. And the hunter thought that was an open mouth of a deer, and he shot an arrow and hit Krishna in the foot. А охотник подумал, что это раскрытый рот оленя, и поэтому он выстрелил и попал своей стрелой в стопу Кришны. And apparently from that wound, Krishna left his body. И по всей видимости, что от этой раны Кришна оставил тело. But he didn't just drop dead. He rose up in the sky and he was surrounded by demigods playing music and everything. Но он не просто как-то замертво упал на землю, он возвысился в небо, и как бы небеса разверзлись, и там были все полубоги, которые играли музыку на инструментах. And Krishna apparently left a body behind also. И, So по that всей the видимости, atheist could think he was an ordinary person. и Кришна, по всей видимости, оставил за собой также, ну, как оболочку своего тела, потому что, чтобы атеисты, они могли укрепиться в своей вере, что Кришна является обычной личностью. So that's about it. Ну, Then вот, в общем-то, the и вся sages, история. they ask, now what? After Krishna, the personification of religion and everything is left, how will there be religion in the world? And that's when they say that the Srimad Bhagavatam has arisen just like the sun to take the place. Тогда мудрецы So как Krishna раз, hasn't really left. когда мудрецы It's как just раз, manifested in the именно тогда мудрецы сказали, они сказали, что же тогда случится с миром после того, как, ну, олицетворенные, в общем, после того, как Господь ушел, кто будет нести, ну, все законы нравственности и так далее. И тогда был ответ, что Шримад Бхагаватам засияет как солнце, и она займет место Кришны. То есть это показывает то, что Кришна на самом деле не ушел, что Шримад Бхагаватам является равносильным Кришне, его присутствию, что его присутствие — это как присутствие Кришны. Okay? Yes. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. No problem. Read the books, read the books, read the books. Раза Махарадж говорит, читайте книги. Okay? Shri Ramachandra ki jai. All glory to the assembled devotees. All glory. Jai. Glory to Shri Gauranga. There's this world chanting all over the world. Jagata Kamaraj, I think, got the idea, but everybody in the world, every devotee, at 5 o'clock in the afternoon for 15 minutes,
chant on your balcony or wherever you can, your backyard or any place you can chant. И эта идея Джайапатака с вами о всемирном киртане ежедневном, и его просьба заключается в том, чтобы все преданные во всем мире, где бы они ни находились, чтобы они выходили в 5 часов к своим окнам или к своим балконам и пели хотя бы в течение 15 минут киртан. Ramachandra ki jai. Jai. Israel Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Harinam Jai. Kirtan ki jai. Jai. Srimad Jai. Bhagavatam ki Jai. Jai, Haribol. Haribol. Thank you very much. Jai. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Всех с праздником. Харе Кришна всем. До встречи в других эфирах. Праздником. Харе Кришна. Hare Krishna. Спасибо. С праздником. Харе Кришна. Харе Кришна, с праздником. Пусть Рамачандра разгонит всю тьму.